Привет, армия. Что могло заставить Тэхёна из BTS, известного своей милой улыбкой и харизмой, внезапно заплакать в последний день службы в армии? Это прощание с товарищем, которого он больше никогда не увидит? Или есть более глубокая тайна, которая делает его таким опустошенным, хотя он скоро воссоединится с Чингуком? Мир почти не знает, что за его лихой военной формой скрываются невысказанные раны, дружба и жертвы. И когда Тэхён наконец поднял руку, чтобы отдать последний долг тому, кто много для него значил, мир словно рухнул. Кто он? И почему встреча с Чингуком позже станет гораздо более эмоциональным моментом, чем ARMY когда-либо могли себе представить? С первого дня поступления на базовую подготовку Тэхёну, Ви и Чингуку пришлось жить военной жизнью, которая полностью отличается от гламурного мира музыкальной сцены. Оба отправлены в разные подразделения, Тэхён в армию, а Чингук выбирает службу в спецподразделении. Несмотря на то, что они находятся в разлуке, они все еще общаются посредством писем и иногда созваниваются, когда им разрешают. Но кто бы мог подумать, что за тяжелыми тренировками и железной дисциплиной Тэхён нашел нечто гораздо более ценное, настоящую дружбу со своими товарищами в казарме. Одним из самых близких ему людей является сержант Пак Джи-хун, солдат, известный как «душа казармы», потому что он всегда утешает своих друзей в трудные времена. В разгар последних приготовлений перед увольнением с военной службы пришли плохие новости. У Джи-хуна, лучшего друга Тэхёна в армии, диагностировали редкую неизлечимую болезнь. Врач сказал, что ему осталось всего несколько недель. В их последнюю ночь вместе Джи-хун позвонил Тэхёну и сказал: «Я горжусь тем, что служил с тобой. Продолжай улыбаться миру, Тэхёна». И вот тут-то Тэхён, известный своей жесткостью, и расплакался перед всеми членами своей команды. Он крепко обнял Джи-хуна, словно не хотел его отпускать. «Ты здесь мой брат», — сказал он дрожащим голосом. Тем временем Чингук, который скоро закончит свою военную службу, по-видимому, вообще не заметил грусти Тэхёна. Они оба намеренно не делились многими грустными историями, чтобы не обременять друг друга. В коротком интервью военным СМИ Чингук сказал: «Я не могу дождаться, чтобы снова увидеть Тэхёна. У меня есть для него сюрприз». Что за сюрприз? Возникли предположения. Проведет ли Чингук небольшую встречу для Тэхёна? Или, может быть, он приготовил что-то большее, музыкальный проект или даже неожиданное объявление для ARMY? Реакция армии, грусть, эмоции и ожидания. Как только новость о слезах Тэхёна распространилась, армии тут же заполонили социальные сети поддержкой. «Я не могу видеть, как Тэхён плачет. Обычно он всегда сильный», — написал один фанат. «Чингук точно сделает что-то особенное. Я чувствую это», — прокомментировал другой. Через несколько дней Тэхён и Чингук наконец-то завершат свою военную службу. Эти двое должны выступить в близкие даты, и, по слухам, они могут выступить вместе на специальном мероприятии. Но одно можно сказать наверняка: их воссоединение будет больше, чем просто «добро пожаловать обратно». Это будет момент, когда два лучших друга, которые прошли через самые тяжелые испытания в своей жизни, наконец воссоединятся, принеся новые воспоминания, шрамы и надежду на будущее BTS. Теперь вопросы таковы. Увидим ли мы новую сторону Тэхёна и Чингука после всего этого? И как их военный опыт изменил их навсегда? Будут ли ARMY приветствовать Тэхёна и Чингука со всеми их историями? Одно можно сказать наверняка: мир никогда не видел BTS такими. И когда они наконец вернутся, все будет по-другому. Но за каждой слезой, которая падает с лица Тэхёна, стоит история, которая гораздо глубже, чем просто прощание с товарищами. Есть суровая реальность, с которой должен столкнуться каждый солдат. В армии связи часто омрачаются неопределенностью. Джи-хун, эмоциональный лучший друг Тэхёна в разгар тренировок, долго скрывал свое ухудшающееся состояние. Диагноз врача о том, что ему осталось жить недолго, стал огромным ударом для всего отряда, особенно для Тэхёна, который всегда считал Джи-хуна старшим братом, который всегда придавал ему сил.
В ту ночь казармы, которые обычно были наполнены смехом, затихли из-за неудержимого плача. Тэхён сидел рядом с кроватью Джихуна, крепко держа его все более слабеющую руку. «Ты не можешь сдаться», — прошептал Тэхён, его голос охрип от рыданий, которые он больше не мог сдерживать. Джихун лишь слабо улыбнулся, его глаза были полны слез, но полны решимости. «Я рад видеть тебя, Тэхён. Ты лучший подарок на моем жизненном пути», — медленно ответил он. В другом углу, вдали от того места, где горевал Тэхён, Чингук с энтузиазмом проживал свои последние дни в спецподразделении. Но все равно что-то его беспокоило. Что-то было не так с Тэхёном. Несколько раз он пытался связаться с ним, но ответ, который он получал, был коротким и отличался от обычного. «Я должен скоро с ним встретиться», — пробормотал себе под нос Чингук, не зная, что его лучший друг переживает самые трудные времена в своей жизни. Следующие дни были заполнены подготовкой к процессу ухода из армии. Оба были заняты административными вопросами и прощальными мероприятиями с товарищами по отряду. Однако для Тэхёна все казалось пресным без присутствия Джихуна, которого отправили домой из-за его состояния. Он мог только вспоминать каждый драгоценный момент, который они провели вместе, от изнурительных физических тренировок до долгих ночей, когда они делились историями о жизни вне униформы. Тем временем Чингук тайно планировал что-то особенное. Он попросил у своего начальства разрешения навестить Тэхёна до того, как они официально закончат свою военную службу. «Я хочу быть первым, кто увидит его», — сказал Чингук одному из своих коллег. Он также подготовил длинное письмо, содержащее все его чувства на данный момент, а также небольшой подарок, который, как он был уверен, заставит Тэхёна снова улыбнуться. Долгожданный день наконец наступил. Тэхён стоял посреди поля для церемонии в полной форме, его глаза все еще были красными от вчерашних слез. Он старался быть сильным, но его сердце разрывалось от осознания того, что Джихун больше никогда не будет рядом с ним. Внезапно издалека он увидел знакомую фигуру, бегущую к нему. Чингук. Он с трудом мог в это поверить. Не говоря многого, Чингук тут же крепко обнял Тэхёна. «Я знаю, что ты расстроен, Щон. Теперь я здесь», — тихо прошептал он. Тэхён, который так старался, наконец сдался и заплакал на плече Чингука. Все эмоции, которые он сдерживал, выплеснулись наружу в объятиях его лучшего друга. Среди печали, которая все еще окутывала его, было тепло, которое медленно наполняло его сердце. Присутствие Чингука было напоминанием о том, что он не один. «Спасибо, что пришел», — тихо сказал Тэхён. Чингук просто кивнул, затем достал из кармана небольшую коробочку. «Это для тебя. Я знаю, что это не сотрет твою боль, но, надеюсь, это заставит тебя снова улыбнуться», — сказал он, протягивая коробку. Тэхён открыл коробку дрожащими руками. Внутри был кулон в форме луны, символ, который он всегда считал защитой и надеждой. Его слезы снова полились, но на этот раз сопровождались легкой улыбкой. «Я не знаю, что сказать», — сказал он. Чингук просто улыбнулся. «Тебе не нужно ничего говорить. Мы справимся с этим вместе». Этот момент стал свидетелем того, насколько сильна была связь между ними. Не только как участников BTS, но и как братьев, которые поддерживали друг друга. Мир может видеть их только как знаменитостей, но внутри они обычные люди со всеми своими сильными и слабыми сторонами. И когда они наконец официально закончат свою военную службу, одно можно сказать наверняка — их путь здесь не закончится. Они еще напишут много историй вместе, со всеми горькими и сладкими воспоминаниями, которые навсегда останутся частью их жизни. Теперь вопрос в следующем. Принесет ли этот опыт большие изменения в их музыку и будущие работы? Как Эйар и Муай снова встретят двух участников, которые прошли через это испытание? Одно можно сказать наверняка. Мир не готов увидеть возвышение Тэхёна и Чингука, которые стали более зрелыми, сильными и значимыми. Возможно, они сняли военную форму, но полученные ими уроки останутся с ними навсегда. И как сказал Тэхён в своем письме Джихуну: «Мы можем быть порознь, но наши души всегда будут вместе». Теперь пришло время двигаться вперед.
Со слезами, высыхающими и улыбками, которые начинают возвращаться, Тэхён и Чингук готовы с нетерпением ждать будущего, с ARMY, с BTS и, конечно же, с Джихуном, который всегда будет жить в их воспоминаниях.